Последняя треть XIX века в США – время изобретательского бума, патентных войн и бесконечных экспериментов с внедрением новых технологий. Что быстрее – паровоз или пароход? Что выгоднее – уголь или нефть? Что безопаснее – постоянный или переменный ток? Наука и бизнес объединяли свои знания и капитал в попытках ответить на эти вопросы в режиме открытой конкурентной борьбы, порой довольно острой. Один из эпизодов из этого увлекательного периода в американской истории даже получил громкое название «Война токов». Настолько важным было это столкновение двух научных концепций, двух гениальных умов и больших капиталов. Давайте посмотрим, как Томас Эдисон, Никола Тесла и Джордж Вестингаус конкурировали за право внедрить свой стандарт электричества в каждый американский дом. Открой Америку. Бизнес и технологии в США. Война токов. Как изобретательство и бизнес двигали науку и технологии вперед. Имя Томаса Эдисона связано с множеством изобретений. Только в США при жизни он зарегистрировал более 1000 патентов. Помимо несомненного таланта все улучшать и придумывать новое, Эдисон отличался от остальных в первую очередь способностью максимизировать прибыль от своих изобретений за счет массового производства и контроля над патентами. Никола Тесла, в свою очередь, был изобретателем совсем другого склада. Гений-бессеребренник с феноменальными талантами вроде фотографической памяти и способности решать интегральные уравнения в уме, Тесла еще со времен Пражского университета был одержим физикой и в особенности электричеством, на почве чего без конца ссорился со своими профессорами и одногруппниками, предлагая решения, которые не укладывались в их голове. Первая встреча Теслы и Эдисона произошла в Нью-Йорке в 1884 году, когда Теслу после серии успешных проектов в европейском отделении компании Эдисона позвали работать над генераторами первой электростанции в Нижнем Манхэттене. По задумке Эдисона, станция на Перл-стрит должна была работать на базе постоянного тока. Проблема, однако, заключалась в том, что технология постоянного тока позволяла передавать электричество лишь в радиусе пары километров из-за потерь в ходе транспортировки. Из-за невыплаченной премии или разногласий в отношении эффективности электрических стандартов, биографы не уверены на этот счет, Тесла ушел из компании и попытался открыть свою собственную, где проводил эксперименты с переменным током. Будучи плохим бизнесменом, он вскоре прогорел и пошел рыть траншеи на строительстве станции Эдисона за $2 в день. А по ночам работать над усовершенствованием трансформатора тока, который за счет изменения напряжения позволяет току перемещаться на дальние расстояния с минимальной потерей энергии. В тот же период Тесла собирает генератор тока, экономически более выгодный, чем генератор Эдисона. С этими разработками Тесла находит инвестора в лице старого соперника Эдисона Джорджа Вестингауза. Тесла продает Вестингаузу целый ряд патентов, в том числе на многофазный электромотор и генераторы тока. Вестингаус и Тесла получают заказ на освещение Всемирной выставки в Чикаго. 200 тысяч электрических лампочек, работающих от переменного тока, освещают самые важные события в мире технологий. Великолепная демонстрация возможностей переменного тока на Чикагской выставке помогла Вестингаузу сразу же получить следующий контракт мечты – строительство крупнейшей в ту пору электростанции на Ниагарском водопаде. Теперь партнерам предстояло построить 3 генератора переменного тока, каждой мощностью в 5000 лошадиных сил. Спустя 3 года электростанция в городе Баффало, штат Нью-Йорк, впервые получила электричество, выработанное на Ниагарском водопаде. Инициатива по электрификации и строительству важных инфраструктурных объектов в США переходит к компании Вестингауза и делает победу переменного тока очевидной. Эдисон до конца боролся за право постоянного тока называться главным электрическим стандартом страны, призывая на свою сторону прессу, ввязываясь и довольно успешно в судебное разбирательство с компанией Вестингауза и продолжая ломать голову над тем, как отправлять постоянный ток на большие расстояния. Но так в этом и не преуспел. Экономическая эффективность и безопасность переменного тока постепенно убедили бизнес и общество в преимуществе этой технологии. К началу 60-х Штаты окончательно перешли на переменный ток, хотя некоторые районы и здания в Бостоне и Нью-Йорке продолжали использовать генераторы постоянного тока. По иронии судьбы, отель, в котором в 1943 году умер Тесла, продолжал пользоваться собственной электростанцией постоянного тока до конца 60-х.
А последний кабель постоянного тока в Америке перерезал именно глава компании Эдисона в 2007 году. Хотя эту научную битву Эдисон проиграл, он не переставал экспериментировать с применением постоянного тока. Эдисон искренне считал, что электричеством должно быть оснащено практически все, в частности, автомобили. В 1900 году около 28% от 4000 автомобилей, произведенных в Америке, работали на электричестве. Эдисон трудился над щелочным аккумулятором, который позволял бы электромобилю долго работать без подзарядки. Бензиновые двигатели в тот раз победили электрические, но эдисоновская железно-никелевая батарея постоянного тока нашла применение в других областях помимо автомобилестроения и оказалась одним из самых продаваемых товаров его компании. Драматическая история войны электрических стандартов – лишь самый яркий, но далеко не единственный пример того, как устроено взаимодействие бизнеса и технологий в Америке. Во времена изобретательского бума инженеры и ученые шли за финансированием крупным промышленникам, в 20 веке – корпорациям. Сейчас стартапы ищут инвестиций у венчурных фондов. Форма меняется, но суть остается одна. Высококонкурентная экономика стимулирует гениев и бизнесменов объединяться и двигать науку и технологии вперед на благо общества.